Привет! На самом деле я уже неоднократно говорил в своих предыдущих роликах, что питаю особый интерес к наушникам форм-фактора вкладыши, хотя среди внутриканальных представителей есть масса годных экземпляров. Так вот, как обычно, в поисках чего-то интересного, путешествуя на просторах Алиэкспресса, я наткнулся на данный шедевр инженерной мысли. Это беспроводные наушники-вкладыши Feel CC с нереально крутым и футуристичным дизайном. В большей степени они даже похожи на какой-то концепт-кар в автопроме, который без особых изменений пустили в серию. И по-хорошему эти наушники никакого отношения непосредственно к Xiaomi не имеют, хоть и продавцы повсеместно пишут обратное. Это продукция компании Fengfang Technology с краудфандинга Youpin, а вот уже сам краудфандинг в свою очередь принадлежит компании Xiaomi. Так что отношение последней в производстве данных наушников лишь косвенное. Тем не менее, я без лишних раздумий сразу же сделал заказ. Обошлись они мне в 5600 рублей, что по нынешнему курсу примерно в $80, без каких-либо скидок, купонов и акций. Да, это не особо дешево, но как показали мои тесты, они свои деньги отрабатывают на все 100%, и дело тут не только в крутом дизайне. Поставляются наушники в фиолетовой коробке из плотного картона, внутри которой тебя сразу же встречает кейс и пара наушников, уложенных точь-в-точь как на картинке. Выглядит это интересно и очень оригинально. Под пластиковой проставкой с наушниками находится краткое руководство пользователя на китайском и английском языках, под которым в свою очередь в черной небольшой коробочке лежит уже подробная инструкция только на китайском и провод для зарядки USB Type-C. Кейс наушников максимально необычный, в нем нет крышки, а наушники просто в него вставляются, фиксируясь на магниты. Все элементы конструкции серого цвета как на наушниках, так и на кейсе это металл. Никаких кнопок активации на корпусе нет, а в нижнем его торце расположено гнездо для зарядки. Все внутреннее убранство выполнено полностью из черного глянцевого пластика. Емкость встроенного аккумулятора зарядного кредла составляет 500 мАч. Причем индикатор, расположенный между посадочными местами наушников, горит лишь в процессе зарядки. Понять, сколько еще осталось в самом кейсе, вообще не представляется возможным. И вот эта ситуация прям очень неудобная. Как и у любого концепт-кара в автопроме, дизайн здесь красивый, но не очень практичный. Отсутствие крышки подразумевает, что внутри со временем будет скапливаться пыль. Но наушники выглядят настолько шикарно и необычно, что лично я от их внешнего вида просто в диком восторге. Звуководы в самой гарнитуре сделаны из черного матового пластика, и вот это как раз очень хорошее решение, из ушей они не выскальзывают от слова совсем. Ножка в профиль имеет квадратное сечение и, как я уже упоминал ранее, покрыта она металлической оболочкой. В верхние торцы каждого наушника встроено по одному светодиодному индикатору состояния, которые во время работы не активны. Из-за особенностей крепления ножки к звуководу посадка в ушах лично для меня просто идеальная. Нигде ничего не давит, наушники практически не ощущаются в ушах, даже несмотря на присутствие металла в их конструкции. Вес каждого составляет 4 грамма. Несмотря на то, что сенсорная область на ножке никак не выделена, управлять функциями мультимедиа оказалось довольно удобно. Двойной тап по любому из наушников отвечает за плей-паузу, а в режиме входящего звонка можно ответить на вызов или положить трубку. Если зажать сенсор на 2 секунды, можно позвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах, а в режиме входящего вызова по тому же действию можно его отклонить. Но на самом деле это не все, что могут эти наушники. Если установить фирменное приложение Feel Plus, отсканировав QR-код с коробки, то перед тобой открывается масса дополнительных возможностей. К уже имеющимся жестам можно активировать управление громкостью и переключение треков. Работает это, правда, не совсем обычно, но привыкнуть можно. На правый наушник зашито переключение треков. 1 тап вперед, 3 тапа возвращают в начало композиции или включают предыдущий трек. А вот на левый наушник назначено управление громкостью. Одинарный тап в плюс, тройной в минус. Переназначить эти действия, к сожалению, под себя нельзя, их можно либо включить, либо выключить специальным рычажком. Вообще в приложении есть 3 вкладки. На первой можно посмотреть уровень заряда каждого из наушников, но вот про кейс почему-то тут забыли. Надеюсь, его индикацию добавят с обновлением, ведь на данный момент, как я уже говорил ранее, никак уровень заряда кейса узнать нельзя. Вторая вкладка — это все, что касается звука и его настройки. Сверху расположен рычаг DSP, и насколько я понял, это как раз режим активного шумоподавления. Если его активировать, то качество звука можно немного улучшить.
По крайней мере, так гласит описание этого пункта. Какой-то кардинально большой разницы лично я не почувствовал, но какой-то эффект все же есть. Двигаемся дальше, и ниже у нас идет встроенный пользовательский эквалайзер, где можно самостоятельно что-то подкрутить. Помимо всего прочего, тут имеются пресеты под разные жанры. Кроме жанра R&B, отображаются они все по-китайски, но побаловаться и что-то подобрать под себя можно на слух. А вот далее имеется очень интересная киллер-фича, это так называемые быстрые пресеты. Если тебе вдруг не хватает баса, жмешь на бас и его получаешь. Если же наоборот тебе нужно больше высоких, то жмешь на трибл и они к тебе приходят. Я же в свою очередь люблю более ровное звучание, поэтому для меня тут Original самый оптимальный вариант. В любом случае это не фишка ради фишки, это реально рабочая история. Звук реально преображается, причем без потерь по громкости, а ее в этих наушниках просто какое-то нереальное количество. К слову сказать, изначально из коробки она выставлена на 80%, и только в приложении ее можно плюсануть, потому как управление громкостью в наушниках, как ты помнишь, из коробки не активно. В каждом наушнике установлено по одному 13-мм динамическому драйверу, и вот что касается непосредственно звука, то он, наверное, лучший, что я слышал во вкладышах на сегодняшний день. Здесь отличная детализация по всем параметрам, особенно при наличии возможности подкрутить что-то по частотам в родном приложении, не прибегая к сторонним эквалайзерам. Наушники реагируют на изменения сразу же и без задержек. Короче, звук тут без преувеличений просто отвал башки. Я не знаю, какими эпитетами еще его описать, но это просто какое-то нереальное звучание, и я реально кайфанул. Кайфанул от крутой детализации, которую эти наушники просто могут тебе представить. Такое в своих ушах из вкладышей я еще ни разу не слышал. В общем, звучание в этих наушниках просто божественное. Но вернемся с небес на землю, и следующая заключительная вкладка приложения отвечает за настройку и активацию режимов. Первый рычаг активирует дополнительное управление, или, как переводит Google, режим всемогущего управления, про которое я уже говорил. Тут, кстати, производитель уточняет, что при его активации возможны мисклики, так как будет использоваться жест в одно касание. И как по мне, быстрое включение-отключение этого режима – это очень удобная опция, особенно в зимнее время. Если носить шапку, то этот режим лучше на всякий случай отключать, чтобы избежать случайных касаний. Второй рычаг включает так называемый игровой режим или режим низкой задержки. При его активации появляются три иконки на выбор – игры, музыка и видео. И вот в зависимости от задач можно включить какой-то из этих режимов. При активации этого режима в играх действительно звук не отстает. Все работает четко, как по проводам. По крайней мере, в PUBG Mobile полет отличный. С YouTube при активации режима видео проблем также не возникает. Задержек звука при просмотре роликов на слух мной не обнаружено. Следующий рычаг отвечает за энергосбережение. При его активации, как написано в описании, может быть снижено качество работы микрофонов во время звонка, но сам разговор продлится дольше. Вообще в каждом наушнике установлено по 2 микрофона и заявлена функция подавления шума. Ну а как звучат эти самые микрофоны, я и предлагаю тебе сейчас послушать. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках Feel CC или Feel CC, как их можно еще называть. В общем, вот так вот звучат микрофоны в машине на полном ходу с закрытыми окнами. Сейчас их буду открывать. Вот так вот еще и в туннельчике мы проехали. Вот так вот проверим, есть ли шумодавы в данных наушниках и как они отрабатывают. Но теперь традиционный тест с печкой. Итак, я прибавляю волюме в печке на двушечку, вот сейчас, на трешечку и на 4, вот, чтобы создать максимум шума от печки. И вот таким образом звучат микрофоны в данных наушниках, когда у вас будет печка на полную вообще работать, то есть жарить будет по полной. Вот таким образом вас будет слышать собеседник. В общем, вот как-то так, как-то так. Ну а вот, собственно, еще один коротенький тест работы микрофонов в наушниках Feel CC. Сейчас я нахожусь в комнате, у меня здесь ничего не включено, ни телевизор, ни компьютер. В общем, такая вот абсолютная тишина. Вот таким вот образом вас будет слышать собеседник, если вы будете с ним разговаривать по вот этим вот наушникам. Подключение к смартфону происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0, и в наличии имеется два аудиокодека AAC и SBC. Процесс сопряжения происходит быстро по изъятию наушников из кейса. Главного тут нет, и при желании можно пользоваться каждым по отдельности, оставив второй отдыхать в кейсе. Реальное время работы наушников от одного заряда на максимальной громкости составило у меня 2 часа и 45 минут. Что я считаю довольно хорошим результатом, особенно с учетом того, что на 100% громкости слушать их будут единицы, а быть может вообще никто. Даже для меня, любителя навалить волюме, их максимум это слишком.
В этих наушниках лично мой комфортный уровень это 80%, и на этом уровне я также решил их проверить и получил результат в 3 часа и 22 минуты. В каждом наушнике стоит аккум на 30 мАч, а время одного цикла зарядки от 0 до 100% от кейса составляет примерно 60-70 минут. По стабильности соединения с моим смартфоном Mi 9 SE за пока не очень продолжительное время использования обрывов не случалось ни разу. Дальность я проверял на открытой местности, и по моим замерам наушники держат без обрывов 15 метров, после чего кратковременно на доли секунды начинают прерываться, но если остановиться и дальше не двигаться, то будут играть ровно. Ну и разумеется, после всей той информации, что я сегодня изложил в своем ролике, у тебя скорее всего возник резонный вопрос: неужели эти наушники такие идеальные? И вот, подводя некий итог, могу сказать, что в целом так оно и есть, но идеального, как ты понимаешь, ничего быть не может. Из минусов я, пожалуй, отмечу лишь не очень практичный кейс, заряд которого никак не узнать, а также говорящую китайскую женщину при активации наушников. Но справедливости ради отмечу, что ее монолог происходит нечасто, так что тут на любителя. Вообще, конечно, жаль, что совсем ее отключить нельзя. Также в минус я здесь отнесу громковатый сигнал системного звука во время регулировки громкости и переключения треков. А вот приложение на китайском к отрицательным моментам я, пожалуй, относить не буду, так как наушники в первую очередь созданы для китайского рынка, да и к тому же там все интуитивно понятно и разобраться при желании можно. Таким образом, по итогу, если тебе нужны вкладыши с бесподобным звуком, полноценным управлением, а также с игровым режимом на борту, и у тебя есть возможность потратить $80 на все это, то я могу без зазрения совести рекомендовать Feel CC к покупке. Наушники просто огонь. Ну а на сегодня это все. Увидимся с тобой в следующих видео. Пока-пока.